Всем привет! И это видео о дистализации зубов, то есть движении их назад. В этом видео мы поговорим, для чего же дистализация применяется, в каких случаях, а когда наоборот можно обойтись без нее, какие у нее есть альтернативные варианты. Очень распространенная причина ортодонтических проблем – это движение зубов вперед. Происходит это по разным причинам, но чаще всего виноваты либо прорезавшиеся зубы мудрости, то есть восьмерки, которым не хватало места и они толкнули все зубы вперед. Либо, что более распространенный вариант, это нарушение в процессе замены молочных зубов на постоянные. Чаще всего возникает это, например, при преждевременной потере одного из молочных зубов. В этом случае шестой зуб, который прорезывается у детей самый первый, начинает смещаться вперед, мигрировать и забирает место у всех остальных зубов, которые потом уже прорезаются на ограниченной жилплощади, им не хватает места, они скучиваются, наклоняются вперед и, собственно говоря, возникают вот эти все аномалии прикуса. Вот эта миграция зубов вперед очень распространенная штука. Как вы уже поняли, она приводит к тому, что зубы асимметрично скучиваются, возникает избыточный наклон зубов и портится прикус. К сожалению, в таких ситуациях просто поставить брекеты и выровнять зубы явно недостаточно. Нужно и поработать с прикусом, и устранить дефицит места зубов. Вот здесь как раз обязательно используется дистализация. Дистализация достаточно сложный и трудоемкий процесс, так как мы перемещаем большую группу зубов назад. Кроме того, сзади на границе альвеолярного гребня кость обычно достаточно плотная, поэтому движение это сопряжено с рядом сложностей. И тем не менее, все реально сделать при наличии двух вещей. Во-первых, это место, куда мы будем двигать зубы. Если у нас зубов мудрости нет, то отлично, все в порядке. Если же они есть, неважно, прорезались или находятся в кости, их потребуется убрать. Причем убрать очень аккуратно, чтобы не уменьшить объем кости позади и зубам было куда смещаться. Дистализация технически сложный процесс, потому что нам понадобится переместить довольно большую группу зубов назад. Кроме того, сзади, вот в ретромалярном пространстве, альвеолярный гребень очень плотный, то есть кость плотная, и, соответственно, это движение идет обычно достаточно сложно. Во-вторых, для того, чтобы дистализация шла так, как надо, нам требуется дополнительная опора. И в зависимости от того, что мы используем в качестве нее, дистализация делится на три больших варианта. И номер один – это дистализация с использованием мини-винтов, о которых есть отдельное видео, в качестве опоры. В этом случае мы используем этот элемент брекет-системы в качестве такого якоря, и к нему мы тянем все зубы. Мини-импланты могут располагаться в разных позициях, используется разное навесное оборудование, но всегда суть одна и та же, то есть кортикальная опора. Кортикальная опора – это опора на альвеолярный гребень, то есть то место, где находятся зубы, и это самое действие нам позволяет избежать любой отдачи и двигать только целевую группу зубов. Этот вариант наиболее оптимален в большинстве ситуаций и у взрослых фактически не имеет альтернатив. И номер два – это дистализация с опорой на слизистую. Всегда в этом случае используются аппараты для дистализации зубов, например, Distal Jet или пендулем. Чаще всего применяются эти аппараты у детей, у которых процесс дистализации идет намного проще. Например, из-за того, что семерки еще не прорезались и существуют только в виде зачатков, а кость намного менее плотная. У взрослых подобные аппараты применяются достаточно редко из-за того, что имеют множество побочных эффектов. Привет, третий закон Ньютона. Получается, что толкая боковые зубы назад, мы одновременно примерно с той же силой, с чуть меньше, толкаем передние зубы вперед, которые наклоняются, уходят в протрузию, что является очень нежелательным побочным эффектом. Номер три – это дистализация с опорой на противоположный зубной ряд. Используется обычно в процессе ношения элайнеров, аппаратов типа Motion, и некоторые ортодонты используют подобные механики в процессе ношения брекет-системы, что, конечно же, такой серьезный компромисс. Дистализация может происходить с помощью различного оборудования. Например, брекет-система. Понятно, что это самый распространенный вариант, и наиболее эффективная в этом случае история – это использование кортикальной опоры, то есть мини-имплантов.
Чаще всего лечение с помощью брекетов и с использованием мини-винтов, если требуется дистализация, занимает от 1,5 лет до 2 лет, в зависимости от того, насколько сложный клинический случай, что еще нужно помимо дистализации сделать и так далее. Вариант номер 2 – это элайнеры. На элайнерах тоже можно провести дистализацию, да и причем многие сетапы, то есть план лечения предварительный, кстати, про элайнеры мы в этом видео говорим отдельно, подразумевает достаточно быструю и простую дистализацию. То есть вам показывают на экране, что зубы очень легко идут назад и все идет очень хорошо и замечательно, без всяких мини-винтов, нередко даже без эластиков. К сожалению, эти сетапы очень часто не соответствуют действительности. Именно поэтому, когда дистализация идет с помощью элайнеров, очень частые ревизии, то есть требуется в процессе ношения элайнеров заново снимать оттиски, заново делать 3D-сетапы и модифицировать каким-то образом план лечения, добавляя эластики, устанавливая мини-винты и так далее. Поэтому дистализация на элайнерах хорошо и легко идет только в редких случаях, когда зубы двигаются непринужденно назад, что бывает далеко не у всех, к сожалению. Поэтому, если вы видите на вашем сетапе чудодейственную дистализацию в заметном объеме, то готовьтесь к достаточно длительному и сложному лечению, потому что какая бы классная фирма ни была, хоть Invisalign, хоть другие производители, законы физики и биомеханики для всех едины. У дистализации есть ровно 2 альтернативы, которыми активно пользовались ортодонты до того момента, когда мини-винты плотно пришли в нашу профессию. И альтернатива номер 1 – это сепарация, то есть пришлифование зубов на их контактах с целью создать дополнительное место в зубном ряду. Она эффективно применяется, если объем мезиального смещения, дрейфа, зубов не очень большой, в пределах 1, максимум 2 мм. Соответственно, зубы нужно совсем немножко сдвинуть назад, изменить их наклон. В этом случае умеренного объема сепарация позволяет нам поставить все зубы так, как надо, и отказаться от дистализации. Номер 2. Если дистализация требуется в большом объеме, на 3 мм и более, то здесь альтернатива только одна. То есть, если мы не можем, либо не хотим проводить дистализацию, то нам остается только удалить один из зубов, чаще всего это премоляр, чтобы создать достаточно места для того, чтобы передние зубы немножко оттянуть назад, скорректировать проблемы с прикусом и создать достаточное количество места для выравнивания зубов, центральной линии и так далее. Но так как современная ортодонтия – это достаточно гуманная область медицины, то от удаления мы стараемся в большинстве случаев отказываться. Надеюсь, это видео было вам полезным, и теперь вы знаете все, что необходимо про дистализацию. Если у вас есть любые вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, мы всем ответим. Всего доброго и до встречи в других видео.